Так, сегодня у нас необычный прямой эфир. Сегодня мы будем брать интервью у полиглота. Его зовут Франческо Бруно. Он из Италии и 12 языков. Мне кажется, это очень круто, и это достаточно трудно. Привет, добрый Привет, день. Франческо. Привет, добрый день. Привет. Как у тебя дела? Все нормально, все прекрасно, как у тебя? Тоже все хорошо. Расскажи, как сейчас погода, где ты в Италии? Да, я сейчас в Италии, в Турине, это на севере Италии. Погода, к сожалению, у нас не очень. Я думаю, что скоро будет идти дождь. Пока, скажем так, держится, поэтому не можно, скажем так, жаловаться. Обычно на севере погода всегда является такой, скажем так, чмошная погода у нас, поэтому как-то так, мы уже привыкли к этому. Так, хорошо. У нас сегодня в Москве прям солнечно, и у меня хорошее настроение, плюс еще брать у тебя интервью, для меня это очень приятно. Приятно, Спасибо большое. что ты согласился, это правда, это очень приятно. Франческо, давай начнем сразу с тебя. Ты учишь 12 языков. Расскажи, это какие языки? Да, я слышу, что иногда, когда я это говорю, людям не верится, потому что спрашивают у меня, как это может быть? То есть у тебя, наверное, какая-то каша-малаш иногда остается в голове, потому что это невозможно. Я могу сказать, что это возможно. Если у тебя дисциплина, если ты целеустремленный человек, все может быть, если, конечно, у тебя конкретные цели. Конечно, как вы уже поняли, я изучаю русский уже 4 года с половиной, учу украинский уже 3 года, болгарский уже почти 10 лет, 9 лет с половиной, польский 2 года, испанский 2 года, португальский из Бразилии, бразильский, скажем, такой другой вариант из Бразилии уже 3 года с половиной, французский, папа у меня француз, он уже забыл французский, поэтому я учу самостоятельно. И разговариваю с дедушкой, который работает 12 лет во Франции. Английский, итальянский – это мой родной. На этих языках я свободно могу разговаривать, как сейчас делаю на русском языке. Поэтому 9 языков я знаю достаточно хорошо. Насколько я поняла, 12 языков ты учишь, и 9, на 9 языках ты активно говоришь, свободно говоришь. Да, потому что на них больше времени разговариваю и учу их уже больше времени. А есть 3 языка, над которыми еще надо поработать, как китайский, румынский и немецкий, которые, конечно, не являются самыми простыми языками, поэтому, конечно, надо немножко кое-что делать, работать немножечко, поэтому... Так, интересно, что у тебя языки из разных групп, да, то есть это не только так скажем, европейские языки, да, которые чуть-чуть что-то в них есть похожее, но вот ты изучаешь даже китайский, он совершенно другой. Отличается очень разительно отличается от других языков, но лично я предпочитаю ваши славянские языки, то есть это просто для меня любовь, это как бальзам для души. Не знаю почему. Наверное, мама всегда говорит, что мы тебя осиновили, да, ты не итальянец, ты просто был какой-то, в Болгарии мы, как и ты был, ты там родился, и мы тебя забрали, тебя привезли сюда в Италию. Как она в шутку, конечно, она это говорит, но я чувствую, что ваша культура ближе к моей душе, поэтому мне больше нравится. Так, хорошо. Ты мне писал, что в университете ты изучал русский, португальский и английский. Да. Очень редко бывает, что в университете можно учить сразу несколько иностранных языков. Например, в российских университетах чаще всего это только один иностранный язык, и другие это только для определенных специальностей. Вот в каком университете ты учился и на какой специальности? Я учился в Турине, я через 3 недели, как раз, наверное, через месяц я закончу магистратуру, поэтому я уже закончил все экзамены. Факультет называется «Международная коммуникация для иностранных языков». И уже знаю, что вас можно учить только один или
максимум 2 языка, если не ошибаюсь. Конечно, зависит от факультета. У нас можно выбрать 3 языка. Конечно, это зависит от университета. И в Бразилии работает так, как у вас, кстати говоря. Я узнал об этом всегда во время интервью. И у нас можно выбрать 3 языка. В университете в Турине, например, можно выбрать, конечно, зависит от каких языков. Например, если ты учишь китайский, лучше учить 2 языка. То есть ты можешь выбрать, например, когда ты начинаешь магистратуру. А если ты учишь языки, которые проще, да, для изучения, которые похожи как-то на итальянский, ты можешь и испанский, португальский, и немецкий, например, можешь учить. И поэтому все зависит, конечно, от факультета и от того, к чему ты стремишься, да, все зависит от этого. Поэтому у нас достаточно, скажем, система достаточно университетская, система достаточно свободная, можно сказать, в этом плане. Так, хорошо. И, как я понимаю, ты учишь языки даже там, где ты еще никогда не был, да? Вот ты говорил, что в Россию ты только собираешься поехать. Ты изучаешь вариант бразильского языка, но в Бразилии ты тоже не был. Никогда не было, но до этого не получилось. А в каких странах ты уже был, где тебе пригодились твои языки, пригодилось знание этих языков? Я был в Украине 2 года назад, месяц я потом был, в Украине более на русском, на суржике разговаривали, поэтому я был вынужден слышать больше русский язык. Конечно, я не имею ничего против, там работает так, да, есть такая, скажем так, лингвистическая проблема. А потом я был в Болгарии, как я сказала, как переводчик, во Франции, потому что у нас была квартира во Франции, поэтому очень часто, не очень далеко, Ницца, это на юге Франции, но очень далеко находится от Турина, поэтому очень часто ездил 3 года назад, 4 года назад. Потом я был в Англии, конечно, когда мне было 18 лет, я был там месяц всегда с другом, у которого были родственники, живущие рядом с столицей Лондон. Потом, я был в Хорватии, я там разговаривал, кстати, на болгарском языке, и мы могли понять друг друга вообще как без всяких сложностей, поэтому было очень легко. И мне кажется, все. Потом, конечно, я был в Швейцарии, Словении, это уже другой рассказ, потому что когда я был в Швейцарии, я помню, я был очень молодым, 17 лет где-то, я пока на немецком не разговаривал, поэтому, конечно, сейчас, это как я в Украине, можно как съездить иногда, для того, чтобы немножко практиковать, прокачать свой немецкий, поэтому проще сейчас получается. Так, вот как раз очень хорошо мы подошли к этому вопросу, который я очень хотела задать. Расскажи, как ты учил языки. Вот мы узнали, что болгарский ты начал учить, у тебя был человек из Болгарии, который тебя ему учил. Русский, португальский был в университете, там наверняка был преподаватель. Как остальные языки ты изучал? Украинский учил, потому что у меня была девушка-украинка, поэтому я разговариваю и на украинском, и на русском языке. Я 4 года разговариваю больше на украинском, чем на итальянском, можно сказать. А болгарский уже сказал, португальский, да, в университете, хотя в университете я учил португальский из Португалии, да, европейский португальский. Но мне не очень заходит, потому что очень такой, не знаю, сложный, мне кажется, вот и чего-то бразильского варианта. Я каждый день разговариваю с разными людьми из Бразилии, которые хотят выучить итальянский, поэтому мы помогаем друг другу. Поэтому просто общаемся, можно сказать. Насчет французского языка, с дедушкой я разговариваю на французском иногда, ради прикола, можно сказать, потому что уже начинает забывать. Извини, получается, французский у тебя тоже с рождения, да? То есть сначала с отцом, потом с дедушкой ты разговаривал. Да, отец уже забыл французский, то есть он там родился, он там побыл, а потом он переехал в Италию, и поэтому уже получается, что забыл, да, и у него как тяги к изучению языков нет, к сожалению, поэтому каждый раз, это как мы работаем в туристической сфере, каждый раз я должен что-то перевести, документы, конечно, мне приятно, а он не может, он использует телефон для того, чтобы перевести.
Вот. И потом, ну, немецкий, китайский, румынский, я сейчас как начинаю искать людей, с которыми можно немножко поболтать. Насчет испанского языка, ну, испанцы очень такие открытые люди, поэтому с ними можно запросто как скинуть сообщения, да, использую даже какие-то приложения, которыми я могу поделиться с вами, где я нахожу людей, с которыми можно пообщаться, да, которые хотят выучить итальянский, и таким образом просто естественно, скажем, учу свои языки. То есть, находясь я людей, общаясь, я очень организованный человек, то есть у меня по каждому языку тетрадь, в которой я записываю свои слова, поэтому я такой, то есть когда ты хочешь что-то сделать, ты не будешь отмазываться. Ты идешь вперед, чтобы не случилось. Не обязательно ты должен, как, скажем так, иметь какого-то, ну, скажем так, иметь человека рядом, который тебе помогает, да, Так. постоянно, который следит рядом, как и постоянно с тобой. Ты можешь жить самостоятельно, общаться с людьми и таким образом практиковаться. Скажи, как ты думаешь, сколько времени нужно, чтобы вот, выучить язык, чтобы уже, свободно на нем говорить? Я думаю, что это субъективно. То есть это зависит, конечно, от самого человека, это зависит от конкретных целей, которые человека поставили перед собой, это зависит от времени, которое человек хочет потратить на изучение этого языка. Я лично могу сказать, что так как я знаю то, что я должен сделать это каждый день, я знаю, какой конкретной цели я хочу достичь за какой-то промежуток времени. Я не знаю, уложился, наверное, за 2 года, даже меньше, для того, чтобы уже начать болтать на русском. Да. Мгм. То Насчет, есть для русского тебе языка потребовалось 2 года. лично да. Но, Мгм. честно, мне фартануло. Почему? Потому что рядом у меня был человеком, носитель, скажем, с которым я мог разговаривать постоянно, каждый день, с утра до вечера, и на украинском, и на русском. Поэтому это зависит, конечно, и да, от ситуации. То есть мне повезло. А, наверное, другим людям не так везет, потому что у них ну, нет девушки или мужчины, с которыми он может, у них нет отношений, скажем так, с которыми ну, с которыми они могут общаться. Да? Насчет польского языка, например, 2 года, да, ну, учу 2 года, ну, спустя год я уже могу разговаривать. Почему? Потому что я уже понял, когда начал учить польский, какой метод я должен был использовать, Мгм. какие ошибки я не должен был повторять, да, потому что я уже знал болгарский, и русский, и украинский, да, я уже знаю, то есть когда ты знаешь, какой метод использовать, как все организовать, что тебе надо сделать каждый день, как запоминать, например, слова, как, то есть не просто запоминать слова, а как запоминать слова, все проще. Ты можешь даже потратить, не знаю, 30-40 минут каждый день, и у тебя все получается. То есть все зависит от Мгм. майндсета, зависит от того, как ты мыслишь, как ты, да, зависит от самой организации, которую у тебя есть, которую ты создаешь в своей жизни. Поэтому это все, ну, субъективно, я бы сказал. 2 года, Мгм. да, отвечая на твой вопрос, 2 года для того, чтобы разговаривать на русском языке ну, довольно хорошо, то есть на таком уровне, который мне позволял уже выразиться и свободно завести беседу с кем-то, разговаривать, поддерживать разговор. Мгм. Так, ну тогда давай расскажи свой секрет, как ты учишь язык, да? Ты все время говоришь: "У меня есть секрет, и у меня есть свой метод". Расскажи о своем методе и какие у тебя есть секреты. Как ты вот структурируешь, как ты, у себя в голове меняешь, что-то там, раскладываешь по полочкам или говоришь: "Вот этот час я говорю на русском и учу Ага, русский, ага. следующий час". Как ты вот можешь так переключаться с одного языка на другой? Давай, твои секреты. Ты знаешь, много людей у меня спрашивают, а какой у тебя секрет? Я должен раскрыть от тебя секреты, Марина, хочешь знать? Мой Мы все секрет хотим знать. все хотите, ай-яй-яй. Мой секрет это, у меня нет никакого секрета.
То есть, кажется странно, но вы должны понять, что у каждого человека есть большой потенциал. Мгм. Человек решает, как воспользоваться, как монетизировать, как воспользоваться этим потенциалом и какой цели хочет достичь. Почему? Вначале я каждую пятницу, ну, четверг, если часто, каждый четверг я гость тут на радиостанции в Италии, да? Есть Мгм. такая программа, называется Speak Out. И программа, ну, да, мы говорим о такой теме, лингвистический mindset, так я его Мгм. назвал. Почему для меня это очень важная тема? Потому что обычно, когда мы в школе, мы привыкли к тому, чтобы выучить на память 20 слов, phrasal verbs, например, да, естественные phrasal verbs, которые мы должны вызубрить дома, которые мы должны выучить и так далее. Так язык не работает. Мгм. Для меня первый степ, да, шага, который надо предпринять при изучении иностранного языка, это понять, что ты хочешь, почему, какие причины у тебя есть, чтобы ты начал учить этот язык, то есть почему для тебя это важно. Я беру листочек, очень просто, очень просто. У меня нет Мгм. какой-то секрет какого-то, не знаю, грандиозного секрета, да, важного секрета. Я просто записываю себе на листочке 5 причин, по которым я начал учить, и я хочу выучить этот язык. Мгм. Причины должны, конечно, быть конкретными. И они должны быть связаны с моей эмоциональной сферой. Да, я хочу выучить русский, потому что я хочу покорить сердце этого человека, этой девушки, Мгм. этой женщины. То есть, Как и таким образом, романтично. Очень я же итальян, романтично. я же итальян. И, и каждый день я знаю, окей, даже если мне не хочется, мне неохота как учить, есть какие-то моменты, я не машина, я простой человек. Мгм. Я Мгм. знаю, что, я должен себе толчок, как волшебный пендель, как вы говорите, должен себе дать. Почему? Потому что я хочу это сделать. И что бы ни случилось, я должен вперед я должен двигаться, Идти. идти, Мгм. да. Потом что делаю? Я ставлю перед собой конкретную цель. Да? Многие люди обычно говорят, я хочу знать английский язык или русский язык хорошо. Через год я буду вообще обалденно разговаривать. Это не значит ничего. Мгм. Мгм. Надо знать, Согласна. в пределах этого числа, этого года я буду разговаривать на русском языке на этом уровне. И что бы ни Мгм. случилось, я должен этого достичь. Поэтому все конкретно. То есть советы, которые я могу вам накинуть, это начинайте говорить конкретно с вами. Не просто я бы хотел, я хочу через год. Не, через год это не значит ничего, потому что годы включает много дней. Поэтому надо знать, в пределах этого дня я должен. Потом метод. Я, например, да, разговариваю, общаюсь с разными людьми. У меня тетрадь, у меня разные тетради, в которых я записываю свои слова, запоминаю слова. Каждый день я учу 3 языка. Ну, Мгм. каждый день, каждый божий день. То есть я знаю то, что какие языки я должен выучить. Русский, украинский, болгарский, французский. И, конечно, так как сейчас у меня довольно, ну, у меня, я бы сказал, довольно хорошо у меня получается, да, русским языком, украинским, болгарским языком, польским языком, я могу позволить себе вольность читать на русском, разговаривать, но не так выучить, скажем так, много слов, потому что у меня уже большой словарный запас, который мне позволяет читать, разговаривать, слушать, смотреть документы Клава без проблем и понять. А Мгм. насчет румынского языка, насчет румынского, немецкого языка, конечно, я не могу так рассуждать. То есть там надо уже какие-то более простые подкасты слушать, надо уже потратить больше времени. Поэтому все зависит от самого языка и от целей, которые я хочу добиться. Все, как и я, так, скажем так, у меня такая система. Вот мой секрет. Нравится? Да. Заходит? Не знаю.
Ну, ты очень мотивированный, да, человек. То есть мне понравилась мне кажется, это как раз и твой секрет, что ты прописываешь конкретные цели, да, то есть я хочу не просто, да, условия, то есть может быть когда-нибудь, у тебя Мгм. все очень конкретно, мы Мгм. еще говорим по полочкам, Мгм. что надо это, надо это, надо это. И расскажи, вот ты сказал, что вот румынский у тебя сейчас еще не прям идеально, не очень свободно, и ты слушаешь какие-то простые подкасты. То есть тебе Мгм. помогают при изучении языка, тебе Мгм. помогают общение с носителем этого языка, Мгм. подкасты. Что еще? Где ты еще какую информацию ищешь? Я могу посоветовать книгу «Асимиль». Это очень Мгм. хорошая штука. Это очень, ну, Асимиля помогает людям выучить язык естественно. То есть вы Мгм. знаете, что дети, ну, как надо выучить язык, я говорю, да, надо выучить язык как дети, потому что ребенок, он умеет, как он, когда слушает язык, он все понимает. Он, как вы говорите, он как собака все понимает, ну, пока он не может разговаривать, да? А потом наступает такое время, когда уже начинает выражаться, уже начинает отвечать. Да? Вот как мы должны сделать. Вначале мы должны слушать, 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 а потом мы уже начинаем автоматически, мы начинаем разговаривать. И Мгм. асимиля помогает выучить язык таким образом. То есть у нас, ну, у нас есть, как мы говорим, CD, да, через который мы можем слушать, там есть такие как разговоры, да, которые мы можем читать. Есть новые слова, которые автоматически, естественно, мы можем выучить. Есть рисунки, например, которые мы можем увидеть. Это очень простая книга, которая помогает. И поэтому я могу это посоветовать. Потом я использую такое приложение, которое называется HelloTalk. Там вы Мгм. можете найти людей, которые хотят выучить ваш язык, которые могут вас исправить, если вы допускаете косяки, если что-то не так говорите, и просто начать общаться. Потом, да, подкасты, потом я смотрю, очень важно смотреть и слушать то, что вам интересно. То есть мне нравится, Мгм. например, готовить. Ну, как настоящий Как любой итальянец, итальянец, да. готовить, да, паста, макарони. Вот об этом что делаю? Я смотрю MasterChef, Kitchen Nightmares, да, на Мгм. английском, на булгарском, на португальском, да, на разных языках. Потом мне нравится ржать, мне нравится смеяться, мне очень нравится ваш юмор. И русский юмор, Русский если ты юмор. умеешь, да, если есть такие тонкости, что если человек может, иностранец может понять, он просто начинает, ну, хохотать просто, потому что у вас такой юмор, что, наверное, не всем удается понять, но нужно время для того, чтобы, скажем так, уловить слова и так далее. Поэтому я смотрю Comedy Club, «Уральские пельмени», и мне очень нравится, потому что таким образом я могу понять ваш менталитет, я могу Мгм. понять, я могу встречать и новые слова. И мне интересно, то есть когда что-то тебе интересно, тебе нравится, как готовить, и ты хочешь понять, почему он использовал такой продукт, почему он сделал такое блюдо прямо так. Ты хочешь понять, или ничего не хочешь пропустить, ты хочешь как глубоко, хочешь, как ты не хочешь спать, понимаешь, то есть тебе не скучно, тебе не нужно Надо, что-то понять. надо, надо учить. Да, понятно. Если что-то, например, не понимаешь, то хорошо. Ты еще раз пересматриваешь, записываешь себе на листочке, и потом можешь спросить своего носителя. Марина, если это такое слово в этом контексте, может, пожалуйста, мне объяснить это слово, это выражение? Таким образом ты учишь. Потом можешь Мгм. пересматривать еще раз это, ну, сериал, для того, чтобы лучше понять. Таким образом ты учишься. То есть ты, ну, как проще получается. Вот мой, ну, то, что я делаю насчет подкаста, насчет смотрите то, что вам интересно, не то, что вам нужно. Так. Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот у нас тут спрашивали, говоришь ли ты на фарси, и как раз у меня был вопрос, да, ты не называл фарси, но какие языки у тебя в планах? Какие языки в будущем ты хочешь изучать?
Знаешь, Марина, я научился, что в жизни никогда нельзя сказать никогда, то есть все может и быть. Но Мгм. ам, я после румынского языка, после того, как я сделал, скажем так, такой скачок вперед с каждым языком, который я учу сейчас, у меня нет никаких планов выучить другие языки, потому что учить язык это большая ответственность. То есть каждый день Мгм. надо сделать. Если, конечно, ты делаешь это как надо это сделать, на это уходит достаточно времени. Я не занимаюсь только языками, у меня своя жизнь. Я занимаюсь политикой. Мне очень нравится геополитика. Мне очень нравится туризм. Мне очень, ну, у меня разные увлечения в своей жизни. Поэтому я не просто как торчу дома, как вы говорите, учу языки. Надо понять, какой жизни ты стремишься, да, что ты хочешь сделать в жизни, как ты хочешь монетизировать эти языки, потому что я учу языки для того, чтобы ну, получите что-то обратно, да, не просто так. Выгода, да, чтобы была какая-то Ну, это выгода для нормально, себя. нормально, потому что, Это конечно, мы хотим естественно. получить пользу от того, что мы делаем, а то, как просто учить, зубрить и так далее, это вообще как-то, ну, хорошо, когда у тебя пристрасть, когда тебе нравится и так далее. Ну, если ты не можешь монетизировать, я думаю, что это не очень хорошо. Папа у меня Мгм. предприниматель, у меня все семьи, все предприниматели, поэтому я привык к тому, чтобы сделать для того, чтобы монетизировать и для того, чтобы получить. То есть это предпринимательский менталитет. Если ты просто делаешь так, а ты ничего не получаешь, ну, вообще, какой смысл есть, ты понимаешь? То есть, ну, скажем так, мы рассуждаем так. Поэтому я не планирую учить другие языки. Я просто хочу выучить, ну, хорошо языки, которые я знаю до этого времени. Качество я хочу, конечно, улучшить это качество по каждому языку, и больше не хочу учить языки. Поэтому официально заявляю, что во французском Бруно не буду учить язык. Так, хорошо. Вот ты говоришь, да, много. Все-таки ты много времени уделяешь каждому языку. И я бы хотела узнать про твой тайм-менеджмент, потому что ты сказал, что в день ты стараешься заниматься минимум 3 языками. Как, сколько у тебя, как ты это все успеваешь? Сколько у тебя часов в дне, что ты так много успеваешь сделать? И бизнес, и выступления, и языки, и еще и личная жизнь, не будем о ней забывать. Как ты так много успеваешь? А у нас, знаешь, Марина, у нас все 24 часа. Разница заключается в том, как ты пользуешься этим временем, да, этим днем. Я каждый день я знаю то, что я должен сделать. То есть вначале я буду сидеть я занимаюсь трейдингом онлайн, поэтому я занимаюсь этим, как я собираюсь. Потом я тренируюсь, потому что мне очень нравится будет здоровье. Потом, когда, например, допустим, я должен куда-то пойти, допустим, да, на радиостанцию, допустим, да, 40 минут, если радиостанция отсюда, от дома, поэтому я просто хожу пешком. Что делаю? Я слушаю подкасты, надеваю Мгм. наушники и слушаю подкасты на русском, или на болгарском, или на французском. Таким образом, что делаю? Я учу язык пассивно, то Да. есть не активно, так как сейчас делать с тобой, пассивно учу. И таким образом можно сказать, что когда я иду, когда возвращаюсь с радиостанции, я тоже буду слушать подкасты на другом языке, поэтому получается, что 2 языка выучил. По Так, уже утрам 2 языка сделано. ну, это тоже работает, то есть это слушаешь, а потом какое-то у меня разные сообщения, которые я получаю, да, в этом приложении, как я сказал, HelloTalk, там получаю сообщения, поэтому я отвечаю, таким образом активно, устно практикую. Потом, как я сказал, нельзя учить много слов каждый день. Я предпочитаю, у нас есть такое выражение в итальянском языке. Сейчас я попробую буквально перевести. Лучше кушать немножечко каждый день,
но немножечко. Нельзя, скажем так, извините за мой французский, жрать, да, только один день и рисковать не кушать, скажем так, ну, до конца своей жизни. Поэтому лучше кушать немножечко. Я так и делаю, то есть постепенно, постепенно делать такие шаги вперед, которые мне позволяют увидеть хороший прогресс, да, в конце, например, года. Поэтому 5, 3, 4 слова каждый день, и потом их примените на практике. 3 слова каждый день. Получается больше, чем 20 слов в конце недели. Это очень много. А если ты думаешь, что для того, чтобы разговаривать на одном языке, не знаю, нужно такое количество, ну, я думаю 350 слов для того, чтобы разговаривать свободно. Это кажется, что это мало, но это не так. Потому Мне что кажется, если да, ты мало. кажется мало, но если ты умеешь соединить все эти слова и выражения, это будет вообще, ну, ты будешь замечать, что такое количество слов помогает поддержать свободно разговор, и поэтому это немало, как кажется. Франческо, вот эти 12 языков, ты пробовал когда-нибудь преподавать какой-нибудь из этих языков? Да, я преподавал в этом году, в начале этого года, я начал преподавать английский язык. Детям я преподавал. Ну, было очень как забавно, это был первый опыт, да, для меня, поэтому пока я не знал, как все сделать, потому что, конечно, когда ты преподаешь язык, и ты знаешь, что, конечно, лучше, чем я, у тебя большая ответственность, да, в отношении, ну, к людям, которым ты преподаешь, да, язык. Поэтому было такой хороший случай, ну, хороший опыт, да. Ну, было забавно, скажем так, потому что дети, да, поэтому они все впитывают, скажем так, сразу, они все как запоминают с легкостью, поэтому проще с одной стороны, конечно, сложновато с другой, то есть как-то так, иначе привлекать его за какое-то время. Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, когда, например, многие мои студенты, у них наступает такой период, и не только, кстати, мои студенты, наступает период, когда они учат русский язык, и они понимают, он такой трудный, столько проблем, столько тем, столько всего нужно запоминать, и когда хочешь сказать фразу, нужно много конструировать что-то в голове. Бывали ли у тебя такие моменты, когда ты говорил: ой, нет, это слишком трудно, все, я больше не хочу? Как ты себя поддерживал, как ты себя мотивировал продолжать? Ты это делал самостоятельно или у тебя были люди рядом, которые а, поддерживали твое движение вперед в этом языке? Расскажи. Когда что-то делаешь, ну, не только что-то, ну, не только касательно, да, изучения языков, какой-то проект, например, который ты хочешь начать делать, ты всегда должен понять, что раньше или позже ты будешь сам. Да, ты будешь как находиться сам. И ты ни на кого ты не можешь положить. То есть ты должен сам себя поддерживать, и должен сам себе дать толчок, чтобы брать вперед. Немножко так завершаем наше с тобой интервью. И буду рада дальнейшему сотрудничеству. Если у тебя будут какие-то вопросы, обращайся. Конечно, И спасибо. ты меня замотивировал, все, я продолжаю изучать итальянский язык, потому что вроде бы я его учила, и вроде бы я даже понимаю, но некоторые итальянские комментарии здесь в интервью я не могу до конца понять, поэтому надо идти и учить Ну, итальянский. тогда, Марина, я хочу, знаешь, что я хочу тебе сказать, что надо поставить перед собой такую цель. Если ты учишь итальянский, давай, в следующий раз, если, конечно, тебе будет это приятно, потому что мне лично было очень приятно общаться с тобой и взять у тебя интервью, дать интервью, да. Давай в следующий раз, когда ты будешь улучшать свой уровень на итальянском языке, по итальянскому языку, давай мы будем проводить следующее интервью на итальянском языке. Поэтому сейчас у тебя еще, Это скажем будет так, не скоро. такой повод, чтобы продолжать учить итальянский, и не скоро, ну, через какое-то время мы будем все на итальянском делать.
Так, ну А, ладно, это я очень очень постараюсь. Если ты не, ты смог, да, то есть это был такой челлендж, я уверена, это был Мгм. челлендж для тебя, ты смог выучить русский язык, ты свободно сейчас говоришь, то почему я не смогу выучить итальянский? Все, Вот, принимаю вызов хорошо. и как-нибудь проведем интервью только на итальянском языке. Спасибо тебе большое, было очень Спасибо тебе интересно. большое, Андрей. Спасибо, спасибо. Все, Папа. пока-пока, Франческо, спасибо. Всем спасибо, ребята, за участие. Если вы хотите стать участником интервью, то пишите мне. Я с удовольствием проведу с вами интервью. Постараемся ввести новую традицию, раз в месяц проводить интервью с вами. Спасибо за внимание. Сегодня все. Спасибо еще раз, Франческо, если ты смотришь. Все, пока-пока.